Ну что, братва, всем здрасте, у микрофона Дестер, и сегодня я хочу поговорить на одну тему, которую, по крайней мере, никто не касался, а именно про воровство переводов. О том, как Триша пострадала от организаторов новогодней сказки в Орше, ну и разберемся, настолько ли глобальная проблема, связанная с воришками переводов. Отдельную благодарность хочется выдать таким переводчикам, как Стасе Зайцевой за предоставление некоторых материалов и статей, а также обитателю за мнение и о том, как не стоит так делать и нужно рассказать об этом друзьям, ну и своим знакомым. Приятного просмотра и вкусных хот-догов с квасом. И да, внимание, внимание, автор данного видеоролика не призывает к насильственным действиям, но призывает не игнорировать эту ситуацию. Всем привет, я Стася Зайцева, возможно кто-то меня знает под ником Ambidexter. Я немного занимаюсь адаптациями песен, в частности из Хазбина, чаще анализирую чужие переводы, хобби у меня такое. Сейчас меня попросили высказаться на тему авторских прав, а именно, как отличить наглый плагиат от случайных совпадений. Это в связи с одной некрасивой историей, которая началась относительно недавно и, как я понимаю, до сих пор продолжается, то есть конфликт не решен. Ситуация эта затронула людей, которых я знаю, но не лично знаю. Не в смысле, что мы общаемся в соцсетях, просто я слежу за их творчеством. Сразу дисклеймер. В процессе анализа я буду не только упоминать работы других авторов, но и цитировать фрагменты оттуда, потому что иначе как сравнивать. В Гражданском кодексе Российской Федерации есть статья номер 1274, и она допускает такие заимствования, цитирую, в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора. Это именно наш случай, подкаст познавательный. Закон, конечно, требует корректного указания авторства, поэтому сразу делаю еще одну оговорку. В своем монологе я какие-то моменты буду обобщать, упрощать. Например, говорю Триша, не всегда имею в виду певицу как человека, как личность. Иногда это канал Триши или Триша и ее команда. В контексте песни Gravity из Хазбина. А речь сегодня пойдет в основном о ней. Когда я упоминаю перевод Триши, держите в уме, что это означает перевод с канала Триши. При этом сам перевод выполнен двумя людьми. Патрисия Апаева, известная как Триша, и ее напарник, о котором я ничего не знаю, кроме никнейма, мистер Инкогнито. Кто из них какой вклад внес в перевод, непонятно, просто над текстом стоят два никнейма. Я надеюсь, пока я буду разглагольствовать, на экране отображаться будут корректные копирайты. Не я отвечаю за монтаж. В этом подкасте мне принадлежат только голосовые сообщения, которые я наговорила в личку в Телеграме. За то, как они будут размещены в видео, я ответственности не несу. Не завидую монтажеру, которому все это разгребать. Сейчас у вас возник вопрос, при чем тут Триша и как это связано с переводом песен? И при чем тут вообще какой-то новогодний концерт? Давайте обо всем по порядку. Началось это буквально на днях, после новогодних курантов. Сидел я спокойно в ТикТоке, попивая чаек, как вдруг мне попадает в рекомендациях один видос, связанный с новогодним спектаклем. Новогодняя сказка в Орше. Подумал, дай-ка я посмотрю, что это за ТикТок. И тут я по-русски сказать лаюха. Мое почтение, а ты... На первый взгляд может показаться, но обычный снятый ТикТок, где Снежная Королева клянется отомстить Деду Морозу. По правде сказать, это обычный слизанный сценарий из фильма «Баба Яга спасает Новый год». Только вместо мальчика Юра у нас тут девочка Юля. Есть, конечно, правда, один нюанс. Вам текст песни никого не напоминает, а точнее не смущает? Давайте-ка послушаем еще раз. Мне должен Дед Мороз за то, что сделал он, за то, что он. Лёд растут холода, чтоб нас вам избежать суда. Кручусь я виновата, это я, судьба твоя. Оказалось, расплата близка, проклятие зимой я возьму на себя. Я стану королевой неба, лишняя зима, судьба твоя.
это за херня? Да-да, половина перевода песни, а именно припев, связан с каналом Триша. Ну, что я могу сказать по представленному кусочку? Первые 3 строчки вообще ни о чем. Тут ничего не могу прокомментировать внятного, кроме того, что да, за основу взяли песню Gravity из Хазбина, перевели на русский, заменили принцессу на Деда Мороза, но тут слишком уж, как это сказать, не уникальные строчки, чтобы можно было утверждать, что это стырили у какого-то конкретного переводчика. Может быть, и не стырили, может быть, и сами перевели, потому что тут уж нет никаких метафор, поговорок, игры слов. Все очень просто и линейно. У каждого второго переводчика тут идут вариации на тему «Принцесса мне должна, заплатит мне сполна за то, что отняла» или «за то, что забрала». Или еще какие-то похожие, но все крутится вокруг «должна», «она», «цена», «сполна», «с того дня», «за дела» и так далее. А вот в припеве уже начинаются интересности, потому что как только перевод отклоняется от дословного, от того, что выдает Google Translate, отклоняться он может по 2, как мне кажется, причинам. Либо дословный перевод не укладывается в ритм и не подходит по смыслу, надо как-то по-другому это передавать. Либо вторая причина, переводчик просто так захотел. Такое его авторское видение. Что-то изменить, что-то сказать своими словами. Это нормально. Так, что мы видим в припеве? Я сразу ко второй строчке, потому что первая сильно искажена. В оригинале было «No running's gonna save you now». Если дословно, никакое бегство тебя или вас не спасет теперь. Большинство переводчиков, как и в случае с вот этими «должна», «сполна», «она», «отняла», не мудрствуя лукаво, использовали тут что-то типа «бегство не спасет тебя». При этом, если мы обратимся к переводу Триши, то это как раз тот самый случай, когда перевод авторский идет отклонение от дословности. У Триши здесь именно это, что даст вам избежать суда. То есть не просто сбежать, спрятаться, спастись, а избежать суда. О чем нам это говорит? О том, что Триша не просто в тупую переводит каждую строчку в отдельности. Она видит всю картину целиком, понимает смысл всей песни. То, что песня про возмездие, про кару, которая обрушится с небес и так далее. То есть суд, может быть, даже страшный суд. Это тут вполне подходящее слово. Теперь встает вопрос, а какова вероятность, что белорусы, которые занимались вот этим спектаклем, рассуждали точно так же, как и Триша, и самостоятельно пришли к этому варианту про страшный суд и так далее. Нет, теоретически, конечно, они могли, если они тоже знакомы со вселенной Хазбина, если они прям эту песню знают, любят и прочувствовали. В нашем мире вообще нет нулевых вероятностей, нет стопроцентных. Как там в «Трассе 60» говорили, любое событие неизбежно, даже невозможное, что-то такое. То есть, да, небольшая вероятность всегда остается, но смотрим, слушаем, читаем дальше. И было у меня там в общей сложности что-то около 70 вариантов перевода ключевой фразы, вот этой «like gravity». При этом ни один из моих вариантов не совпал с тем, что у Триши. У Триши, я напоминаю, такая версия «Знай это я, судьба твоя». У меня максимально близкое, что было, у меня там встречалась такая формулировка «удар судьбы». Еще у меня была формулировка «фаталити». Но это так, по приколу, потому что это не в смысле фатальность, это так тупо. Отсылочка к Mortal Kombat.
Ну, естественно, я не собиралась всерьез ее использовать, просто я записываю абсолютно все, что в голову приходит, пока над песней работаю, над переводом. У меня там даже было стремительным домкратом. То есть, понимаете, да? У всех мозги по-разному устроены, ассоциативный ряд у всех по-разному работает. Ну и, кстати, если рассматривать не только Тришу, а вообще все каверы на Gravity, коих я не знаю, я уже сбилась со счета, их больше сотни точно, по-моему, 130 даже с чем-то. Я не успеваю их вообще прослушивать и обрабатывать. Их дофига. Так вот, если рассматривать все эти каверы на Gravity, там некоторые варианты настолько необычные, настолько неожиданные. То есть, естественно, их нет среди этих моих 70 слов. Когда идет отклонение от дословности, очень маловероятно, что несколько переводчиков отклонятся в одну и ту же сторону. Скорее, все-таки каждый пойдет своим путем. Конечно, исключения бывают. Вот у нас с Тришей что-то очень часто совпадения бывают по песням Хазбина, именно случайные. То есть мы параллельно работаем, понятно, что независимо друг от друга, но, например, в какой-то строчке нужно передать смысл поговорки на русский, и это можно сделать такой поговоркой, сякой, 5-й, 10-й. И вот из всех вариантов мы с Тришей, одну и ту же поговорку выбираем. Ну, про эти совпадения я периодически пишу в своих блогах. Сейчас мы не об этом. Сейчас продолжаем анализировать, что сотворили белорусы с песней Gravity и конкретно с переводом Триши. Еще раз пройдемся по первым двум строчкам припева. У Триши: «Шторм рядом, меркнут небеса, что даст вам избежать суда». Ну, слышна внутренняя рифма, да? Шторм рядом, что даст вам. Она вообще-то и в оригинале была эта рифма, потому что storms coming, no running. А теперь версия из новогодней сказки. Лед рядом, наступят холода, что даст вам избежать суда. Ай, блин, это настолько тупо. То есть они просто взяли, заменили шторм на лед. Но шторм рядом — это нормальная формулировка, которая рождает в голове определенные образы, потому что шторм действительно может перемещаться по небу, тучи ползут, смерч, может быть, летит. И вот пройдет ли он стороной, или вот он уже рядом. Лед рядом — это вообще что? Это как? Это что мы должны представить? Тут во всем этом коверканье единственный положительный момент — то, что холода суда все-таки рифмуются лучше, чем небеса суда. Но при этом из-за того, что заменили шторм на лед, исчезла внутренняя рифма. И тогда возникает вопрос: а нафига вы оставили эту вторую строчку, что даст вам избежать суда, в таком же виде, как у Триши? Тогда надо было и ее менять. Та же проблема в 3-й и 4-й строчках припева. Что у Триши было? «Когда дождь прольется на ад, знай, это я, судьба твоя». Это воспринимается как цельное предложение, сложно подчиненное. То есть, когда дождь прольется, ты имей в виду, что это я. Что мы слышим в сказке? Опять же, 3-ю строчку заменили, 4-ю оставили. Получилось: «Обрушусь я вьюгой на вас, знай, это я, судьба твоя». Вот что-то не стыкуется. Не хватает тут этого «когда». Так, что-то я слишком подробно анализирую весь этот кринж. Надо ускоряться. 2-я половина припева. Нет, целиком цитировать не буду. Я думаю, текст у всех перед глазами. Но смысл тот же. Взяли перевод Триши, заменили несколько слов. Причем вообще ни в склад, ни в лад. Там, где у Триши «я стану потопом для вас», это укладывается в оригинальный ритм. А здесь спели «я стану королевой для вас». Ну и все остальное такой же кринж. А вот во 2-м куплете нас ждет сюрприз. «Они все ждут спасения, извини, но развею сомнения. Жду от них я слез, жду от них угроз, но предателям не будет прощения». Вот что спели в сказке. Это ничего общего с переводом Триши. То есть, что получается, это белорусы сами придумали? Как бы не так. Автор этих строк, этого перевода,
Девочка по имени Алина Красовитова. Я этот текст видела на Стихи.ру еще, наверное, год назад. Правда, есть одно но. Сейчас этого варианта текста на Стихи.ру нет, потому что Алина взяла его и затерла новой версией перевода. Вообще так не делается. Даже в правилах ресурса там есть такая рекомендация, что если вы чуть-чуть отредактировали, то окей, а если прям сильно новый текст получился, то лучше его отдельной публикацией с новой датой. Получается, сейчас Алине будет, наверное, тяжеловато доказать, что это именно ее текст был. Ну, хотя Стихи.ру это не единственный источник. В интернете есть и другие публикации. Но, если что, я свидетель, что вот такой текст был в такой-то момент. У меня эта страничка сохранена даже локально на компьютере. И знаете, в чем весь ужас этой ситуации? Ну, ладно, не ужас, но странность. Обычно в интернете дети занимаются плагиатом, школьники, по незнанию. То есть они думают, что если в интернете это лежит, значит оно ничье, значит это общественное достояние, можно брать спокойно, никого не спрашивая и так далее. То есть дети воруют у взрослых. И здесь-то что мы видим? Если верить информации на Фандаб-вики, то этой девочке, Алине, еще нет 18 лет. Она школьница, наверное, не знаю. И вот эта команда взрослых из какого-то белорусского ДК своровала у ребенка, по сути. А, собственно, зачем им это потребовалось? Почему они взяли часть перевода у другого человека? Смотрим. У Триши в этом месте такая же жесть, как и в оригинале. Спаситель ада, всюду кровь, не спасешь любовь, рехнешься. Наверное, это было сложно адаптировать под детскую сказку. У Алины формулировки, во-первых, более универсальные, подходящие под разные ситуации, во-вторых, более невинные. Тут нет никакой крови, тут только слезы. Так что, да, взяли 5 строк у человека, заменили там только местоимения. То есть не ты, а они. В остальном ключевые слова все те же остались. Небольшое отступление. По-моему, то, что я назвала ключевыми словами, то есть то, что делает текст узнаваемым, вроде бы это носит название якорьки в тексте. Ну, от слова якорь. Это сложно проверить, потому что сейчас, если попытаться загуглить якорь в тексте, он выдаст якорь в техническом смысле в значении гиперссылки, в HTML разметке. А так это мне встречалось сразу в нескольких статьях в разных контекстах. Возможно, это термин из литературоведения, хотя в психологии и даже, можно сказать, в маркетинге тоже есть якоря. Итак, еще раз, что такое якорьки в художественных произведениях? Как я это понимаю? Как это работает? Возвращаемся к припеву Gravity. Вот та строчка. No running's gonna save you now. Если вы слышите кавер, в котором она переведена как «И бегство не спасет тебя». И что? И чей это кавер? Там каждый второй перевел так. Никакой уникальности тут нет. А вот если вы слышите «избежать суда», то у вас в голове щелкает: а, это же Тришина версия. И поскольку Триша переводит не дословно, а литературно, у нее много таких якорьков разбросано по всему тексту. То есть это те ее персональные находки, которых просто вот Google переводчик не выдаст, словари синонимов тоже вряд ли выдадут. Это она своей головой думала и дошла до этого. Избежать суда – это якорь. Это то, чего не было в оригинале и появилось только в переводе одного конкретного автора. «Знай это я, судьба твоя». Да, тоже якорь. И даже такая фраза «око за око, расплата близка».
тоже можно считать якорем Триши, потому что это отнюдь не дословный перевод. В оригинале было как «Eye for an eye says you owe me a debt». То есть «око за око» гласит, что ты мне должна. Око за око тут все однозначно, это все так переводят. Не, ну ладно, не все. Кто-то там, конечно, и зуб за зуб, и глаз за глаз. Но вообще библейский вариант стандартный такой, око за око. А вот дальше небольшие расхождения, но в среднем что-то такое. Либо и ты мне должна, либо должок за тобой, должок мне вернешь, должок мне верни. А вот расплата близка, это уже довольно сильное отклонение от оригинала. И это именно Тришина придумка, это тоже ее якорь. То же самое с переводом Алины Красовитовой. Он очень уникальный, запоминающийся. Там каждая строчка не похожа ни на какие другие переводы. Можно даже, как вот если вы возьмете, прям загуглите в кавычках фразу «а ты все ждешь спасения», и сразу будет ее текст и даже ее кавер на ютубе. У Алины прям на любую строчку смотреть можно. Развею сомнения, слез, угроз. Это все якорьки. Все прям узнаваемо. Я это все к чему говорю? Если в тексте имеются такие вот якорьки, чем больше, тем лучше, то автор сможет доказать, что украли именно у него. И мы наконец-то добрались, времени 5 утра, мы добрались до второй половины второго куплета. Ну, там ничего нового, опять же взяли текст Триши, заменили пару слов, все. После просмотра ТикТока я решил заглянуть в комментарии. Вообще, кто-нибудь заметил, что перевод схож наполовину с Тришей? Тут я удивился. Сама Триша написала о том, что ее перевод использовали в некоммерческих целях. И тут посыпался хейт по типу «Ты сама переводишь незаконно песни сериала «Отель Хазбин». Это наш авторский перевод. Пару измененных строк не делает авторским. А тебе Вивьен давала разрешение на перевод». И здесь меня конкретно бомбануло. Народ, да вы что, вообще в курсе, что имеется такой закон, как авторский перевод? Права переводчика и автора исходного произведения в современном законодательстве регулируются по статье 1260 Генерального кодекса Российской Федерации. То бишь, любое воровство перевода, вне зависимости от того, взяли его с интернета или просто попросили разрешения, а вам отказали, все равно это будет прослеживаться. Спустя больше получаса после того, как комментарии посыпались о том, что перевод украли, комментарии были отключены. Эх, я только начал вникать в это во все и читал эти комментарии от малолеток. Разумеется, Триша ответила на вопросы на некоторых пользователей о том, что не стоит так делать, потому что имеются законы. Но хейтеры все равно не были аргументированы и продолжают доить до конца. Так-то Триша указывала о том, что перевод ее это авторский, как в описании канала, так и в описании под видео. Но хейтеры продолжают ссылаться на то, что Хазбин давал вам разрешение на перевод песни. Хазбин давал разрешение на перевод песни. После критериев отчасти от Триши организаторы, я так полагаю, все равно не успокоились и продолжают эту кашу воротить. Это просто представление. Этот кавер не выкладывали в сеть под чем-то официальным, и ваш перевод никто не присваивал. Плюс, все равно они переделали трек под себя. Не вижу проблемы в схожести пару строчек. Угу, пару строчек, говорите. Некоторые пользователи даже оправдывали организаторов. Возможно, там нет людей, которые смогли бы написать хорошую песню с нуля, поэтому и взяли уже готовый перевод и подмяли под себя. Это просто постановка. Никогда не выкладывает это под чем-то официальным. Этот пользователь селился под предлогом авторские права. Покажешь, тогда и поговорим. Тебе предоставили матчасть. Некоторые предлоги, что авторский это перевод. Да ёб твою мать, чего тебе еще надо? Сука, я просто в шоке от тупости некоторых пользователей. Ну блин, вот предоставили, чего еще хотите вы, блин? Или это, по-вашему, не аргумент? Даже Алекс Дехарт это подмечает.
что все, что попало в сеть под ее ником, уже считается доказательством ее авторского права. Это, если что, не бумажка, нотариально заверенная. И перевод тоже защищается авторским правом, как и любое творчество, кроме откровенно слизанного. Разумеется, комментарии поддержки в честь Триши тоже есть. Автор ролика не имеет отношения к выступлению. Тут, скорее всего, виноваты организаторы. Советую узнать, кто это, и написать заявление. Кстати, да, этот комментарий хорошо подмечен. Та, кто снимала этот тикток, просто зритель. Она не имеет к организации таких спектаклей никакого отношения. Поэтому ставим ставки, кто из этих комментаторов мог бы быть им. Я, конечно, со Стасей Зайцевой и обитателем не остался в стороне и пригласил их, чтобы они морально высказались по этому поводу. Ну конечно, ты же им рассказал про эту ситуацию и прислал все, что увидел. Так еще и втянул их в видеоролик. Обитатель, к сожалению, не смог записать озвучку для вставки, но процитировал все, что об этом думал. Тут я всецело на стороне Триши, фактически, ибо ее перевод защищается на законодательном уровне, об авторском праве, и строго указано, что использование закрепленного за ней перевода запрещено. А тут буквально за основу берется именно ее перевод, и даже если и переиначивается тематически под спектакль, факт плагиата, а значит недобросовестного использования без ее согласия это никак не отменяет. Обвинение в ее сторону, что она ворует за счет того, что перевела и сделала этот кавер, попросту уже тупо метание стрелок, высасывание из пальца. Все же вот если на чистоту или кто-то просто чужой текст переиначили, под себя не спросив, или у Триши все с нуля делалось на основе оригиналов, включая в том числе не только перевод, но и инструментал. До конца вот не имею возможности разобраться, но если предъява к Трише о воровстве идет от тех, кто был ответственен за эту часть спектакля с использованием ее переиначенного материала, то по существу они лицемеры. А если это комментарии от просто каких-то мимо крокодилов, то их позиция попросту недалека и невежественна. Стася подметила об этом, что припев Триши больше всего позаимствовали. Судя по этому фрагменту записи, сильнее всего от плагиаторов пострадала Триша, потому что весь припев ее, изменение нескольких слов не в счет, все равно это ее текст, и половина второго куплета. Что там в первом куплете, мы, к сожалению или к счастью, не знаем, в запись он не попал. Также, скорее всего, от действий белорусской команды пострадала Алина Красовитова. У нее вообще на Стихи.ру написано, что переводы использовать разрешено при условии указания авторства. Сделали ли это белорусы? Упомянули ли они ее имя где-нибудь на афише, в программке? Что-то я сомневаюсь. В общем, ситуация очень неприятная, несправедливая для любого автора, любого творческого человека. Я не очень представляю, что с этим всем делать, особенно если учесть, что пострадавшие здесь, в России, а нарушители в Беларуси. Но я не юрист. А вот Триша как раз-таки юрист по образованию, она об этом говорила в одном из интервью. Так что будем надеяться, что она разрулит всю эту ситуацию. Просто пожелаю ей удачи. Ну и да, я думаю, это не должно оставаться в тайне, и вы обязаны это знать. Вы напишите мне, ты же сам воровал переводы песен. Ребята, те, кто подписан на мой телеграм-канал... Кстати, какого черта ты еще не подписан? Быстро подпишись! Так вот, те, кто не подписан на мой телеграм-канал, знают, что я записывал голосовое на эту тему своего прошлого. Ну и по моему виду и каналу знаете, что после некоторых заявлений от Стаси, я все больше и больше волнуюсь за репутацию и никогда не ворую переводы. Стася Зайцева, официально, теперь в своем YouTube-канале я прошу прощения за свое хамство и бескультурность. За то, что я воровал перевод у тебя на песню Poison. Прости меня. Ладно, прощаю! А теперь кульминация. Почему эта проблема не должна оставаться в стороне? Благодаря статье от Стаси, которую она мне так любезно предоставила, ссылку оставил в описании, я узнал, что это было не первое воровство. Это было еще с песен первого сезона «Отель Хазбин» и «Адский босс». Ну и да, еще был момент, когда воровали перевод песен Джеки О. В нем мы узнаем, что перевод песни «Mastermind» тоже был сворован.
Там целая история, как начался конфликт с каналом Крис Клипс, когда она украла перевод у Стаси Зайцевой, ну и как закончился этот конфликт по итогу. Также здесь был вставлен видеоматериал с Хазбин-феста, это было еще год назад, в 2024 году. Там Триша совместно с Харуэй, Серафимом и Асией Шепри обсуждали про заимствование чужих переводов. У меня вопрос не только к дорогим исполнителям песен. У меня два вопроса. Один, всем ребятам, а один отдельно к Харуэй. Есть такой парень на Ютубе, который 3 или даже либо 2, либо 3 раза пытался спеть песню, то есть сделать перепевку песни в вашем переводе, это Loser Baby, но ему каждый раз таки дали страйк, и он не выдержал и сделал собственную версию этой прекрасной песни. И ник этого парня на ютубе Икарус. Знаете ли вы что-нибудь, кто это? Так, дорогие друзья, я понимаю, что вопрос адресовывался к Хару, влезаю я. Когда мы пишем песни, когда пишем переводы, это очень большой интеллектуальный труд. Это не просто взять, намалякать рифму. Вот тут вот у нас розы, вот тут вот у нас слезы. Нет. Мы реально проводим очень большую многочасовую работу. Либо это проводит сам человек, либо он заказывает у человека и покупает за деньги, за свои кровно заработанные. Когда кто-то берет и вдохновляется чужим переводом, это воровство. И тут никакого другого вообще отношения, кроме как отрицательного, к этому быть не может. Кратко отвечу на вопрос, который был адресован только мне. Соглашусь полностью с Тришей. Дело в том, что когда данный человек перепел с нашим текстом «Loser Baby», не спрашивая разрешения, смотрите, у каверщиков или у авторов каналов YouTube есть такая система. Либо ты кидаешь страйк сразу, и там ты уже выбираешь, либо пользователь сам удаляет через 7 дней данную работу, либо сразу. Я давала шанс. Текстовик пытался связаться, на что я получила не очень хороший ответ. И в комментариях тоже были от него не очень хорошие ответы. Следующая работа, которую он сделал, скажу, что дословный перевод — это вот вы когда взяли оригинальный текст, ставили в Google переводчик, и это дословный перевод. Когда каверы делается адаптированный перевод, то есть должны совпадать слоги, не пропадать ударение, куда попало. А когда бывают такие совпадения, которые прям кусками, это не очень хорошо человек отнесся к чужой работе. Поэтому скажу сразу, что за первый страйк толком ничего не влетает. То есть там активность такая же. Это как предупреждение, так как человек впервые получил страйк. Ничего такого больше. Вот действительно, кто-нибудь нарежьте из этого видео в шорты и выложите на канал, чтобы достучаться до этих воров. До меня уже достучались, так что мне это не надо. А мне кажется, надо. Ай, бляха-муха! Ну и что я могу сказать после всех предоставленных материалов? Разумеется, мораль такова, что не стоит присваивать себе чужой перевод. А если, не дай боже, вы возьмете перевод от кого-то, то, во-первых, попадете в гневный список, а также потеряете репутацию. Поверьте, я сам попал в эту ситуацию и поплатился. А на этом у меня все. Огромное спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на наши соцсети, делитесь этим видео с друзьями и не забывайте оставлять комментарии. Всем пока и помни, делай, что любишь, люби, что делаешь.